Было почти 6 часов утра, когда я открыл дверь своего одинокого дома в горах Сьерра до Монте-Кейро, чтобы вдохнуть свежий воздух леса, наполненный ароматом эвкалипта и утренней росой. Я, Эдуардо Сантос, бывший журналист-расследователь, а теперь начинающий писатель, еще не был полностью проснулся. Я только что вышел в своей поношенной клетчатой рубашке и поцарапанных ботинках, зевнул и мечтал о крепком кофе, который помог бы мне проснуться на еще один день в моем добровольном уединении посреди дикой природы. И в тот момент я замер, как будто меня ударило током, потому что там, в нескольких шагах от меня, стояла огромная черная медведица с серыми пятнами. Ее присутствие, казалось, заполняло все пространство вокруг меня, делая воздух тяжелым и неподвижным. Животное не двигалось, не рычало, не показывало признаков агрессии. Просто стояло на моей веранде, тяжело дыша, ее тело дрожало, мех был спутанным и мокрым в некоторых местах, как будто она только что вышла из бурной реки или жестокой драки с каким-то неизвестным врагом. Что больше всего поразило меня, так это глаза медведицы. Темные, влажные, почти человеческие. И казалось, что они действительно плачут. Слезы катились по ее морде, как из сломанного крана. Я никогда в своей жизни не видел, чтобы дикое животное плакало по-настоящему. И это зрелище пронзило мое сердце, заставив забыть весь страх перед этим мощным существом, которое могло бы раздавить мой череп одним ударом лапы. И только тогда я понял, что медведица держит в пасти маленького безжизненного детеныша. Его лапы безвольно свисали, голова была наклонена в сторону, не было никаких признаков жизни, как у тряпичной куклы, брошенной небрежной рукой ребенка. В тот момент я понял, что это не просто медведица, это мать с умирающим ребенком. Я хотел захлопнуть дверь и схватить старое ружье, висевшее на стене кухни. Естественная реакция любого, кто встречает дикого зверя своего порога, но что-то в том, как она себя вела, в этом молчаливом материнском отчаянии, удержало меня. Это заставило меня почувствовать, что это не угроза, а мать на грани глубокой трагедии, слишком большой, чтобы я мог назвать ее. Мое сердце билось так сильно, что казалось, будто оно вот-вот вырвется из груди. И я медленно сделал шаг назад, не сводя глаз с медведицы. К моему удивлению, она последовала за мной несколькими осторожными шагами, а затем с почти человеческой нежностью положила своего детеныша прямо на деревянный пол моей веранды. Затем она отошла, села на задние лапы и смотрела на меня, не моргая, как будто ожидая чего-то, чего я еще не понимал. Несмотря на все инстинкты, выживание, несмотря на все истории, которые я слышал о нападениях медведей, несмотря на все предупреждения лесничьих, я опустился на колени перед неподвижным детенышем. Он казался таким маленьким, не больше среднего спаниеля, с выступающими ребрами и засохшей кровью на одном ухе. И именно когда я был почти уверен, что он мертв, его грудь шевельнулась. Лишь самое легкое движение, настолько тонкое, что я мог бы его не заметить, если бы не смотрел так внимательно. Я посмотрел на мать-медведицу, которая все еще смотрела на меня странным и сознательным взглядом надежды. И слова вырвались из моих уст, прежде чем я успел подумать. «Я попробую. Хорошо, я попробую помочь ему». Медведица не двинулась, как будто понимала каждое мое слово. Сердцем, готовым выпрыгнуть из груди, я осторожно завернул дрожащего детеныша в свою клетчатую рубашку и медленно, без резких движений, отступил в дом. Я ожидал рычания или нападения в любой момент, но медведица просто сидела там, молча, как будто знала что-то, чего не знал я. Внутри я положил детеныша на диван и побежал по дому, пытаясь собрать все, что могло бы помочь. Полотенце, грелку, бутылки с водой, действуя больше по инстинкту, чем по знанию. Я продолжал смотреть в окно, где медведица все еще сидела, неподвижная тень,
Ее глаза были прикованы к моему тому. Детеныш был холодным на ощупь, вялым, но не полностью безжизненным. И там, посреди моей гостиной, держа этого почти безжизненного маленького существа, я подумал, что, черт возьми, я должен делать теперь. В тот момент я понял, что это была не просто странная встреча с диким животным, не просто странный поворот судьбы. Это было что-то большее, что-то, что выбрало меня, несмотря на все законы природы и здравого смысла. Я не был готов к этой ответственности, ни капельки. Но казалось, что мать-медведица была готова, она выбрала довериться мне. И оставалась. Тамьица молча, ожидая на краю моего участка, наблюдая за моим домом весь день, пока я пытался спасти ее детеныша, который, казалось, отказывался покидать этот мир без борьбы. Детеныш лежал на моем диване среди полотенец, неподвижный и холодный. Я опустился на колени и осторожно прижал 2 пальца к его маленьким ребрам, пытаясь почувствовать пульс или любые признаки дыхания. Не чувствуя ничего определенного, я задержал дыхание и наклонился достаточно близко, чтобы уловить земляной запах леса от его мокрой шерсти, смешанной с металлическим ароматом крови, и тогда я почувствовал самое легкое движение его груди. Слабое, но настоящее дыхание, которое заставило меня выдохнуть с облегчением. «Ты жив, малыш? Ты все еще с нами?» Я плотнее завернул детеныша в свою рубашку и побежал в заднюю комнату, где нашел старый электрический обогреватель. Я включил его в розетку, выставил на максимальную мощность и разложил все мягкое, что смог найти — одеяло, полотенце, подушки, построив своего рода теплое гнездышко для моего маленького пациента. Его дыхание было поверхностным, грудь едва двигалась, и одна из его задних лап казалась странно жесткой, как будто сломанной или парализованной. Вокруг одного уха кровь засохла, образовав темную корку, и стало ясно, что это было непросто — стощение или слабость, с ним произошло что-то серьезное. Снаружи я услышал царапанье и, выглянув в окно, увидел, что мать-медведица все еще там, сидела как древняя статуя, терпеливо наблюдая за домом, где лежал ее детеныш. Я взял свой телефон и позвонил доктору Карле Мендес, ближайшему ветеринару, которого знал, даже зная, что она обычно лечила домашний скот. «Карло, это Эдуардо. У меня в доме медвежонок, он ранен очень плохо. Мать принесла его ко мне и оставила прямо на моей веранде. Она все еще здесь, ждет снаружи». После долгой паузы, полной сомнений, Карла наконец сказала: «Эдуардо, ты уверен, что не пил?» «Нет, черт возьми, я совершенно серьезен. И меня нет времени объяснять. Что мне делать, чтобы он остался жив?» После другой паузы она вздохнула и начала давать мне четкие инструкции. «Согрей его. Проверь, нет ли открытого кровотечения. Не давай твердую пищу пока, только жидкости. Ты можешь сделать смесь меда с теплой водой и давать по капле. Я позвоню Марине. Она работала в Центре реабилитации диких животных. Держись, мы скоро приедем». Я сидел рядом с ним более часа. Разговаривал, напевал, иногда тихо ругался от отчаяния, пока мать-медведица оставалась совершенно неподвижной снаружи. Я приоткрыл дверь лишь на щель, и она подняла голову, встретила мой взгляд, затем снова опустила. Это простое движение показало такое неожиданное доверие, что я до сих пор помню и задаюсь вопросом, как дикое животное смогло преодолеть свой страх перед человеком. Около полудня детеныш пошевелил лапой впервые, лишь немного. Лениво, как будто проверял, работают ли его мышцы еще. Я действительно громко рассмеялся от облегчения, даже не замечая слез, катившихся по моему лицу. «Ты не умрешь сегодня, малыш? Не в мою смену», — прошептал. Я, глядя на детеныша, хотя в глубине души я был в панике, полностью осознавая, что я всего лишь писатель,
с горстью полотенец и обогревателем, пытающийся спасти дикое животное, о котором я ничего не знаю. Когда Марина и Карла наконец прибыли, солнце уже садилось, мать-медведица отошла в тень леса, но не ушла, все еще наблюдая за домом на безопасном расстоянии. «Боже мой, ты не шутил!» — пробормотала Карла, увидев детеныша, в то время как Марина сразу же начала работать, осматривая маленького с профессиональным фокусом. «Это укус взрослого самца», — сказала она после тщательной проверки. «Иногда медведи-самцы убивают других детенышей, чтобы самка снова вошла в охоту. Этому маленькому повезло, что его мать смогла спасти его и принести к тебе. Удивительно, что она выбрала человека. Возможно, она наблюдала за тобой, прежде чем сделать такой отчаянный шаг». Эта мысль заставила меня вздрогнуть. Идея о том, что дикое животное могло наблюдать за мной. Судить меня, прежде чем доверить мне самое ценное, что у него было. Марина и Карло провели несколько часов, леча его раны, применяя антибиотики и восполняя жидкости в его маленьком теле. Когда они уходили, детеныш дышал более равномерно, и его лапа была профессионально забинтована. В течение следующих 2 недель детеныш удивительно быстро поправлялся. Его раны зажили, аппетит вернулся, и он начал проявлять любопытство к окружающему миру, исследуя мой дом с все большей уверенностью. Я назвал его Бенто просто потому, что это казалось правильным, даже зная, что не следует давать имя дикому животному. Мать-медведица продолжала возвращаться каждый день, иногда подходя ближе к дому, но обычно держалась на расстоянии. Однажды утром, когда Бенто уже уверенно передвигался по дому, я получил визит от делегата Фернандо Силвы. «Эдуардо, я слышала, что у тебя живет медвежонок, и что мать практически поселилась на твоем участке», — сказала она прямо. Я рассказал всю историю. Она слушала с скрещенными руками, с нечитаемым лицом. Когда я закончил, она сказала только: «Тебе невероятно повезло, что никто не пострадал. Но это проблема. Ибама уже знает. Они планируют приехать через 3 дня, чтобы забрать детеныша. Я могу немного задержать их, но решение за тобой». Той ночью я принял свое решение. Я не собирался ждать появления Ибама. Я осторожно положил Бенто в ящик, выстланный его знакомыми одеялами, сел в свой пикап и направился вглубь леса. На поляне, окруженной густыми деревьями, я остановился и открыл ящик. «Это твой настоящий дом, малыш», — сказал я, чувствуя комок в горле. Тогда мать-медведица появилась на краю поляны. Наши глаза встретились, и в ее глазах я снова увидел ту странную осознанность. Пинто побежал ко мне в последний раз, прижав морду к моим коленям, как будто прощаясь, прежде чем побежать к своей матери. Она обнюхала, его проверив, все ли с ним в порядке. Затем посмотрела прямо на меня и слегка кивнула, прежде чем уйти вглубь леса со своим детенышем. С тех пор, каждую осень, я нахожу маленькие подарки на своей веранде. Лесные фрукты, сосновые шишки, напоминание о том, что любовь иногда означает знать, когда отпустить.